Всем доброе утро. На связи Козлов, проверимся. Березино. Здравия желаю, товарищ полковник, товарищ офицер, на связи начальник РОВД. Здравия желаю, Борисов. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи начмоп Дмитрий. Здравия желаю, Видейко. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи начальник МОП Соловей. Здравия желаю, Воложин. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи начмоп Латышев. Здравия желаю, Дзержинск. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи начальник МОП Сапельский. Здравия желаю, Жодина. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи Муравский начмоп. Здравия желаю, Плеск. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи начальник РОВД. Здравия желаю, Коп. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи начальник МОП Кожура. Здравия желаю, Крупки. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи начальник МОП Андрейко. Здравия желаю, Логойск. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи начальник РОВД Лосич. Здравия желаю, Любань. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи начальник МОП Башура. Минский район. Здравия желаю, товарищ полковник, исполняющий обязанности начальника Пасюта. Здравия желаю, Молодечно. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи начальник МОП Маньковский. Здравия желаю, Нязев. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи начальник МОП Рыбаков. Здравия желаю, Несиш. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи начальник МОП Чижик. Здравия желаю, Пухович. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи начальник МОП Сиротки. Здравия желаю, Слуцк. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи начальник МОП Семенович. Значит, кто ко мне поехал сюда с материалом? Пока не выезжали, сейчас готовим экспертизу и будем выдвигаться. После селектора по этому вопросу, будьте на месте, я вам перезвоню. Принял. Ильич. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи начальник МОП Игнатович. Здравия желаю, Солигорск. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи начальник МОП Соловей. Здравия желаю, Старые дороги. Здравия желаю, товарищ полковник, товарищ офицер, на связи начальник РОВД обучения. Здравия желаю, Столбцы. Здравия желаю, на связи начальник МОП Корута. Здравия желаю, Узда. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи начальник МОП Перпецкий. Здравия желаю, Червень. Здравия желаю, товарищ полковник, на связи начальник МОП Лобко. Здравия желаю. Значит, товарищи офицеры, сегодня рассмотрим несколько вопросов по блокам. Это организация работы по предупреждению ковида, второй блок служебные вопросы, требующие корректировки. И третий блок это вчера состоялось электронное совещание с министром внутренних дел, вопросы защиты личного состава. Это основной вопрос будет последним, на который надо будет конкретно сосредоточиться. Вчера состоялось селекторное совещание с министром внутренних дел по вопросу обеспечения защиты личного состава. Мы рассматривали данный вопрос на селекторном совещании, начальник УВД все акценты расставил, порядок работы определил. Но для вас еще раз, чтобы вы понимали и осознавали слова министра, которые кардинально изменяют наши подходы в работе по охране общественного порядка. И можете себе пометить в ежедневнике. Милиционер – лицо неприкосновенное. Любая форма воздействия насилия, будто физическая, будто психологическая в форме наездов по телефону, оскорблений и так далее, должна пресекаться незамедлительно по всей строгости закона. И это не от милиционера зависит, а от нас с вами, от руководителей. Слова, дословно то, что говорил министр, наверное, начальник УВД определит, как информацию начальникам райотделов информацию довести. Но это наша персональная ответственность. Это мы с вами допустили такие случаи, которые в последнее время, в интернете имеют место быть. Когда уроды подходят к патрульным нарядам, если кто интересуется, видели. Если не интересуетесь, поинтересуйтесь. Что происходит в медиасреде? Сидит патрульный наряд департамента охраны с телефоном, так, вы курите, представьтесь.
начинает тушеваться, выходить, жопой вилять, блядь, вините мы не будем, ай-яй-яй, они еще больше разгорячиваются. Мы тут народный контроль, вы за наши деньги, блядь, нихуя не делаете, блядь, сидите курите и так далее. И полоскают систему. Наши милиционеры, которых мы задрочили требованиями не курить, в носу не ковыряться, и что накажем, знают, как поступить. И министр охарактеризовал, что вы не учите людей, как в таких экстремальных ситуациях поступать. Тренинги проводите, на инструктажах эти ситуации не разбираете. Из-за этого они, дабы в косяк не попасть, дабы потом, чтобы вы не полоскали, решение приняли извиниться, уйти и так далее. И здоровых милиционеров со здоровым желанием работать мы делаем импотентов, которые будут переходить дорогу, чтобы компанию обойти, чтобы лишний раз в экстремальную ситуацию не попасть. Потому что заснимут, там начальники по ушам понадают, и нет никакой принципиальной позиции. Моментально это должно квалифицироваться. Вмешательство, назойливое приставание и так далее. Любой дебил, который подходит с этим телефоном, значит, должен сидеть в тюрьме. Тем блогерам, которые цепляются к милиционерам, живет в Слуцке. В эфир рассказывать не буду, но с ним очень много что происходит. Его жизнь меняется. И жизнь его окружения. Что происходит с тем, кто к сотрудникам ГАИ постоянно пишет, пристает? Его жизнь должна измениться. Он должен вспомнить все свои косяки, все свои штрафы неисполненные, все элементы незаплаченные. Земля под ногами должна гореть. И только он, значит, передачи его не должны проходить в ВВС, потому что там запрещенные предметы. Ну и так далее и тому подобное. Все должны узнать, что когда он сидел, его в жопу перли, блин. Ну, то есть, должна появиться такая информация. Если так оно и было. И вот от каждой конкретной ситуации будет зависеть, и состав будет видеть, как вы поступили. Либо сказали, сам дурак нарвался, и дело прекращено, как по некоторым регионам страны. Либо все схватились, отработали лицо, так что он не извинился перед этим милиционером, и получил заслуженное наказание. Поэтому каждый такой факт будет предметом нашего контроля, как вы отреагировали. И вам будет даваться оценка, насколько вы компетентны как руководители и способны защищать личный состав. Вам будет даваться оценка, как вы на это все реагируете. Ролики в интернете, они могут быть. Но мир такой сейчас. Просто вопрос будет не потому, как там милиционеры, что снимали, шапка не так одета и так далее. А что потом произошло фигурантам, которые, значит, мешают милиции выполнять свои задачи. Я уверен, у которого стоит своя особая задача проводить мероприятия по ее дискредитации. Поэтому вам необходимо на первый план поставить этот элемент в работе. Уже есть примеры о том, что начальником Червинского РУВД при просмотре записей и разбирательства по материалу был установлен факт, что там неповиновение, оскорбление и так далее. Уже сегодня занимаются человеком, материалы будут в суде, естественно, оперативная группа, осмотр и так далее. Плохо, конечно, что по административному на ИВС не закинули в лапко. Почему его не закинули на ИВС?
Первоначально, когда выехали сотрудники, 2 участковых инспектора милиции, данный гражданин закрылся в доме, не было возможности никак его... Вы же протокол составили уже на него? Это было сделано только во вторник. После этого, Ну, когда составляли, была возможность его до рассмотрения задержать? Так точно была. Почему не сделали? Вот так все просто. Он там закрылся, он всех хуесосил, значит, оружием угрожал, собаку травил, качок какой-то. Но если смотрите, силенок не хватает. Дежурное звено ОМОН, значит, вынесет нахрен все окна ему, блин. Сам потом будет вставлять. Советуйтесь. Понял. Но то, что выявили сами, вот вам милиционеры не доложили в полном объеме картину, а то, что выявили и сейчас начинаете закручивать, молодцы. Только дальше добивайтесь. Еще один шаг сделайте. Посмотрите по нему, по этому качку. Может, покупает где-то анаболики свои эти, там, что он живет. Углеводы эти, мне. Пускай потрется, мне. Может, сдуется немножко. Я утрирую, конечно. Я хочу добиться от вас, чтобы вы, поняли всю серьезность вот этой миссии вашей сегодняшней, как руководителей, по защите личного состава. Не сразу это произошло. Но это уже край. И когда в Могилеве там деятели наши фигурировали, и согласно, уехали, отпустили, а потом начали трезвонить на весь интернет, что люди отбили у милиции там блогеров, машину и так далее. Спросите у сиротки, как они потом себя вели, когда им ОМОН, расхерачил окна, через уши подоставал с машины, и как они обсирались, когда их там задерживали, как зайцев бегали вокруг дачи одна. Поэтому не боги горшки обжигают. И деятели эти, живые люди, которые наживаются на антирекламе милиции. В фигуральном смысле, материальном, на бабках, на подписчиках, на рекламе в Ютубе. Либо по прямому указанию Рейха и так далее. Надеюсь, вы меня поняли. Поэтому Дадыченко формализовать приложение, обеспечить по линии УДС сбор информации, значит, сегодня же отправить, оставить на завтра запланировать ПСД и ответственных, и вашей службы в райотделы. И где-то, если не дадут информацию в это приложение, значит, это чрезвычайное происшествие. Думайте, как это будете контролировать. Пока у меня все. Какие у кого есть вопросы, необходимо что-либо уточнить. Если вопросов нет, Семенович, будьте на месте, через 5 минут перезвоню. Работаем дальше. До свидания. Раздушим лукашистскую гадину.